Сегодня камера постоит на вот этой скале. Ну, ворона хорошо пролетела одна. Хоть воронку заснял. Посмотрим, что получится. Посмотрим. Кстати, GoPro стоит на солнце. В нормальном режиме работает. Я вот еще сейчас на вот эту линзочку потом поснимаю. Я большую сниму. Это 180 на 600 у меня стоит. Поснимаю и потом еще пойду макрики поснимаю. Здесь очень много красивых мест. В лесу, на спусках, в горах. Всякие там деревяшки, выступы, перепады теней. На макрик очень здорово снимать. Макрик 105 2.8S Nikon. Вот. Такая нормальная, добротненькая линзочка, очень мне нравится. Она такие хорошие снимочки делает, суперские. Вот. Чемодан у меня вот внизу лежит. Здесь сухо, хорошо. Вот. А я жду кого-нибудь, чтобы кто-нибудь прилетел. Батарейка хорошо здесь держит. Батарейка держит очень хорошо здесь. Батарейки намного хватает. На 2 дня точно. Я иной раз выхожу весь день. У меня фотоаппарат вообще весь день включенный. Не выключаю. И к вечеру весь день ходишь включенный фотоаппарат, и к вечеру домой приходишь, еще 2,5-3 деления остается. Но я уже в любом случае его потом заряжаю. Вы же знаете, что на следующий день уйду вот так вот в горы. В горы вот так вот уйду. Вот так вот весь день. На весь день в горы уйду. Она у меня стоит на полную. Она может меня не сфокусировать. Потому что я навелся аж туда, на те дома. И она может меня не сфокусировать. Потому что я не вижу, что там она показывает. Вот. Но в любом случае посмотрим сегодня. Летом здесь, конечно, необычайно красиво. А сегодня ни ветра. Ни ветра, ничего нету. Вообще идеальная погода. Вот. Камеру можно вообще на пенек вот так поставить. Сейчас мы сфокусируемся. Вот я сфокусировался. Это у нас очень близко. Вот. Она стоит на таком пеньке, камерка снимает. Вот. Ну как сказать, сколько? Ну метр. Не, метра нету. 90-95 сантиметров до камеры. И вот так вот она сфокусировалась. Но сейчас я в данный момент не вижу. Я сейчас фокус подправлю. Ну-ка.
четенько вообще фокусируется. Вообще песня, ребята. Вот я работаю фокусом. Вот он прям четко фокусирует. Вот этот пенек в шаге стоит. Солнце с той стороны на меня светит. В общем, вот такие виды получаются. Вообще техника идеальная. Вообще молодцы. Технику научились делать. Приятно работать, приятно брать в руки. После процесса приятно смотреть то, что ты сделал. Вообще суперски. Я доволен. Молодцы, молодцы. Характеристики могу попозже рассказать, но я думаю, характеристики всем известны. Но, говорят, повторение мать учения. Проговорю все характеристики. Линзы 180-600, дробь 5,6, 6,3. Вот. Суперская линза. Я рассматривал вариант 60-600 Sigma. Но потом я поговорил с австралийцами, с немцами, там еще с ребятами из Италии поговорил. Я говорю, как, что, вот есть такие варианты. Вот, они, естественно, говорят, а что у тебя, какая вообще? Я говорю, ну, у меня 9 Z. Но 60 и 180. Я вот стою, вот находится линза, вот на вытянутую руку я стою, и вот она вот так сфокусировалась. Ну, я считаю, это идеально, то есть ей можно абсолютно делать все. Она вот в метре, даже, ну, метра даже нету, она сфокусировалась в метре. И я думаю, она ближе сфокусируется. Вот, я думаю, что она ближе сфокусируется. Я не знаю, вижу я себя или не вижу, я сейчас проверю еще раз. Сейчас я проверю. Вот так вот я сделал, отвел в сторону. Я думаю, я сейчас весь в фокусе. Не знаю, на GoPro-шку у меня к ней вообще претензий нет. Она работает у меня как танк. Вот солнце на нее светит, она работает без проблем, все снимает. То есть я совмещаю эту камеру, эту, еще там у меня несколько камер иногда приходится совмещать, и все круто получается. Вот. Так что вот такая ситуация. Я остановился на характеристиках 180-600. Расскажем. Дело в том, что тут не столько важны характеристики, сколько вот ее взял, начинаешь сводиться, начинаешь ей пользоваться, и ты начинаешь понимать, что это действительно вещь. Вот. И сейчас я покажу вам Macrix 105. 105 Macrix. Вот. Ну, эта штука с этой стороны. Он у меня сейчас в сумке пока лежит. Я на обратной дороге поснимаю на макро поделаю. Главное не столкнуть, а то в обрыв улетит. Я ее потом, не знаю, достану, не достану. Туда просто не долезешь. Очень тяжело. Нет, нереально. Вот. Доволен я ей. Хорошие вещи делает линза. Прям идеально. Сегодня ветра нету, солнышко светит идеально, оно уже заходит. Если сейчас получится, я пойду на ту сторону горы, и попробую заснять закат на эту большую линзу, потому что на маленькую я уже пробовал.
Ну, точнее, я тренировался, я привыкал, смотрел, как она работает, как она реагирует, как ей пользоваться, как ее настраивать, как все на ней там, кнопки нажимать и так далее. Вот. И сейчас солнце на закате, начинает спускаться, сейчас уже 16:57 вечера. Я сейчас все соберу в чемодан и пойду. Мне идти. Вон ворона летает высоко, но пусть летает, она там летает. По горе мне идти, сейчас скажу, километра 1,5. Но это идти, буду идти по верхушке горы. Тут склоны, дороги, подъемы, спуски. Я это все пакую в чемодан, ну, в свой рюкзак. Вот, камеру у меня вот такое крепление есть на застежке, я сюда ее одеваю, но это когда я по ровному хожу месту. А когда здесь по скалам лазю, я не ношу камеру здесь, она у меня висит, вот до сюда висит, ниже пупка, короче, с линзой, вот. Поэтому по буеракам я камеру здесь не ношу, я ее прячу в чемодан, на чемодан на спину и погнал. Так, время идет, солнце не стоит, солнце заходит вниз, поэтому я пойду на ту сторону горы и попробую заснять то, что получится. Так что я не прощаюсь, я выключаю эту камеру. Молодец, как хорошо ты работаешь. Я даже не вижу вот эти кусты, которые снимаются. Я через телеконвертер приблизил на полную. И какие кустики шевелятся, я даже, совсем не вижу. Я буду медленно передвигать. Медленно передвигать.
Не, вещь идеальнейшая. Вещь идеальнейшая. Ну, конечно, дергаю здорово, но я хочу свестись. Да, сводится четко.